Сегодня подготовила для вас 3 высокобелковых завтрака. Это шоколадные блинчики, бургер за 5 минут и нежный белковый омлет. Начнем со сладкого завтрака шоколадных блинчиков с нежной творожной начинкой. В миску разбиваю одно яйцо и вливаю 120 мл молока и перемешиваю венчиком. Добавляю сахарозаменитель по вкусу. 5 граммов какао и 50 граммов цельнозерновой муки. Хорошо перемешиваю. Тесто будет готово буквально за минуту. Если вам нравятся простые рецепты с хорошим количеством белка, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь я буду регулярно показывать, как готовить вкусно, сытно и без сложных продуктов. Сковородку слегка смазываю каплей масла, хорошо разогреваю. Выпекаю блинчики, как обычно, примерно по минуте с каждой стороны на довольно сильном огне. Из этого количества получается 3 тонких шоколадных блинчика. Они нежные, ароматные, хорошо сворачиваются и подходят как для сладкого завтрака, так и для полезного десерта. Начинку можно сделать любой, например, творог с бананом, с вишней или малиной. Я сегодня выбираю мягкий творог и голубику. Сейчас сезон ягод, а ягоды добавляют свежесть и делают завтрак еще вкуснее. Подойдут даже замороженные ягоды, просто дайте им немного оттаять. Так рецепт можно готовить в любое время года. В мягкий творог я добавляю сахарозаменитель прямо в баночке и перемешиваю. На край каждого блинчика кладу творожную начинку, немного голубики и аккуратно сворачиваю. Получаются очень красивые шоколадные рулетики с кремовой начинкой внутри. Особенно вкусно, когда разрезаешь блинчик и видишь ягоды. Главное, не кладите слишком много начинки, тогда блинчики будут легко и аккуратно сворачиваться и не рваться. Такие блинчики удобно приготовить с вечера, убрать в контейнер, а утром взять с собой на работу, учебу или съесть после тренировки. В холодильнике они спокойно хранятся до 2 дней, поэтому можно сразу сделать двойную порцию. Кстати, напишите в комментариях, вы чаще выбираете на завтрак сладкое или соленое? Мне правда интересно, в этом видео есть оба варианта, и сладкие шоколадные блинчики, и более сытные соленые завтраки. А пока я сворачиваю последний блинчик, переходите в описание, там будут все точные граммовки для этого рецепта. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Во всей порции 344 калории, 26 граммов белка и всего 7 граммов жиров и 40 грамм углеводов. Это отличный вариант, когда хочется чего-то сладкого с утра, но без ощущения тяжести. А следующий полезный завтрак – это мой любимый вариант белкового бургера с творожной булочкой, который готовится прямо в чашке. Для булочки я беру большую чашку, которую можно ставить в микроволновку. Сразу в нее выкладываю 100 граммов сухого творога, добавляю 1 яйцо, щепотку соли и 5 граммов разрыхлителя. Хорошо перемешиваю все до однородности. Затем я добавляю 25 граммов муки. Я использую пшеничную, но вы можете взять ту, которая у вас есть дома. И очень хорошо перемешиваю вилкой прямо в чашке. Перед микроволновкой обязательно разравниваю тесто вилкой так, чтобы внутри не осталось крупных пустот. Тогда булочка получится ровной и однородной. Отправляю в микроволновку, у меня мощность 800 Вт. Булочка готовится примерно 5 минут, но обязательно ориентируйтесь на свою технику и проверяйте готовность зубочисткой. Она должна выходить сухой. Дайте булочке немного остыть, аккуратно отделяйте края ножом, и она очень легко выйдет у вас из чашки. Если микроволновки нет, то ее можно запечь в духовке в небольшой силиконовой форме. Главное выбрать посуду подходящего размера, чтобы она получилась высокой. Разрезаю булочку на 2 части и остается только собрать начинку. Здесь можно экспериментировать бесконечно. Красная рыба, яйцо, курица, овощи, сыр, любая зелень. Сегодня я беру 10 граммов творожного сыра, 30 граммов ветчины и 20 граммов твердого сыра. Ну и, конечно же, салатные листья и помидор. Собираю бургер, и получается полноценный сытный завтрак из самых обычных продуктов.
Я просто обожаю этот рецепт белкового завтрака, делаю его очень часто и вам советую попробовать. На весь такой белковый бургер 367 калорий, 38 граммов белка, 13 граммов жиров и 23 грамма углеводов. Великолепное КБЖУ. Ну а теперь приготовим третий завтрак. Нежный овсяный омлет с ветчиной, помидорами и сыром. В миску разбиваю 2 яйца, добавляю 100 граммов мягкого творога и перемешиваю до однородности. У меня творог жирностью 0,1%. Вливаю 60 мл молока и добавляю 20 граммов перемолотых овсяных хлопьев или овсяной муки. Также добавляю 3 грамма разрыхлителя. Можно добавить капельку соли. Вместо овсяной муки можно использовать рисовую, пшеничную или другую муку, которая есть у вас дома. Овсянка здесь добавляет немного сложных углеводов, поэтому завтрак получается еще более сытным. Берем сковородку, хорошо ее разогреваем и растапливаем 2 грамма сливочного масла. Мелко нарезаем 35 граммов куриной ветчины и 40 граммов помидора. Выкладываем на сковородку и слегка обжариваем. Затем выливаем яично-творожную смесь и сверху добавляем 20 граммов сыра, который мелко нарезаю кубиками. Я закрываю омлет крышкой и готовлю его на самом маленьком огне примерно 4-5 минут. Вы сразу поймете, что омлет готов. Он получается довольно нежным, высоким, сочной начинкой и тянущимся сыром. Аккуратно перекладываем омлет на тарелку и посыпаем сверху зеленью. Напишите в комментариях, какой рецепт вы приготовите первым: шоколадные блинчики, бургер за 5 минут или овсяный омлет. И напишите обязательно, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. У нас получается очень вкусный, сытный и полезный омлет. Во всей порции 372 калории, 36 граммов белка, 16 граммов жиров и 18 граммов углеводов. Это очень сытный вариант для завтрака, после которого долго не хочется есть. Подписывайтесь на мой канал, если любите простые, вкусные, высокобелковые рецепты. Люблю вас и обнимаю.